Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас расскажу и покажу, что может вот такой индикатор напряжения, как пользоваться индикатором и сравню его с другим, чтобы понять, какой индикатор напряжения лучше. Такой индикатор напряжения можно использовать как прозвонку, причем в нескольких режимах. Можно использовать как индикатор фазы, также в нескольких режимах, и его можно использовать как индикатор напряжения бесконтактный. В качестве прозвонки этот пробник электрика применяется так. Палец одной руки прикасается к контактной площадке. Жало к одному концу провода. Вторая рука прикасается ко второму концу провода. Красный светодиод светится, значит провод целый. Все как у простого индикатора, но это звуковой индикатор напряжения. Проверим. Перевожу переключатель в среднее положение. Горит зеленый светодиод и пищит звуковая индикация. Неплохо. Способен ли такой индикатор прозвонить диод? Сейчас проверим. Диод проводит ток в одном направлении и не проводит в другом. В беззвучном режиме в одном направлении горит красный светодиод. В обратном не горит, а в звуковом режиме. Переключаю. В одном направлении есть и звук, и зеленый индикатор, а в противоположном полная тишина. Пробую диод в третьем режиме, в режиме большой чувствительности. Как видно, прямое направление звонится с нормальным звуком и зеленым светодиодом, а обратное направление диода сопровождается дребезжащим звуком и зеленым светодиодом. Вывод. Такой индикатор напряжения позволяет успешно прозванивать со звуком и без звука, как провода, так и диоды. Сейчас проверю, работает ли этот прибор как индикатор фазы. Переставляю переключатель в самое левое положение. Пальцем не касаюсь верхнего контакта. Слева в автомате и розетке фаза. Справа и там 0. Проверяю автомат. Фаза. Справа 0. Все верно. В розетке слева фаза. Справа 0. Все точно. Переключатель в среднем положении. По идее, звук включен. Как видите, индикатор и пищит, и светится еще до касания фазной клеммы. Вот 0. Вывод. Индикатор фазы без звука работает уверенней. Рассмотрим, работает ли этот индикатор как индикатор напряжения бесконтактный. Включаю автомат. Для бесконтактной работы нужно использовать второй и третий режим на переключателе. Пробую для начала второй режим. Пальцем контактную площадку не трогаю. Бесконтактный индикатор напряжения показывает наличие сети переменного тока на расстоянии и зеленым светодиодом и характерным звуком. Если переключить в более чувствительный режим, то сеть обнаруживается с большей дистанции. В этом случае удобно определять наличие сетевого напряжения дистанционно, без прямого контакта. Если сравнивать этот индикатор фазы и индикаторную отвертку с батарейкой, то можно сказать, что в режиме прозвонки и наш пробник напряжения, и индикаторная отвертка хорошо справляются с задачей. Оба способны прозвонить простой провод, а также могут легко прозвонить диод. Индикатор напряжения при этом имеет звуковой сигнал, что делает его в некоторых случаях удобней. В режиме определения фазы преимуществ ни у одного из них нет. Как бесконтактный индикатор напряжения, у этого есть преимущество – звуковой сигнал. И в общем, можно было бы сказать, что по функционалу этот индикатор имеет преимущество. Однако, есть у него и недостаток, который значительно снижает все преимущества. Расход батареек в нем выше, а значит менять их нужно значительно чаще. В простой индикаторной отвертке это нужно делать раз в 2 года.
а в этом индикаторе раз в 2-3 месяца. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.